Естественно, попросила она у меня типы, я ей подсыпал 100 песо. Добро пожаловать на сцену Большого театра. Нормальное такое мохито, кстати, самое объемное из всех, которые я заказывал. Израиль. Say hi to my blog. Hi. 1 million followers. Мой последний день на Кубе. Сегодня вечером я вылетаю домой. И все же напоследок я наконец-то добрался до музея Хемингуэя. Я взял маршрутку за 15 песо. Дом Хемингуэя находится далеко от центральной части города. Во мне присутствовало огромное любопытство попасть сюда еще с первого дня. Все же пару книг его в свое время я читал. Мне взяло 50 минут добраться до этого места. Хотел взять воду, но ее здесь нет, поэтому я взял себе такой коктейльчик за 150 песо. Сам билет стоил 125 песо. Немного взбодрился я коктейльчиком. Теперь можно зайти в дом, где жил сам Хемингуэй. Около 20 лет он здесь жил. Короче, я понял, оказывается, что в сам дом нет возможности зайти. Вот мне сеньора говорит, что она может взять мою камеру и пройтись по дому и заснять все. В общем, естественно, попросила она у меня типы, я ей подсыпал 100 песо. Ну, смею предположить, наверное, съемка тряслась, да? Возле каждого окна я залипаю на минут 5 и пытаюсь рассмотреть как можно больше деталей в комнате. Что у него здесь в ванной было? Я вижу унитаз. Ну, то похоже биде, рядом весы. И даже в туалете существует достаточно немаленькая библиотека. Ceramic original de Pablo Picasso, the Picasso plate, the bull, the white plate. Yeah. This. The white. The bull. The bull. Right? Вот эта тарелка с быком, это оригинальная тарелка, которую создал сам Пикассо. И эта комната, это библиотека, мне сказали. Я правда удивился, я думал, весь дом библиотека. Это гостевая комната. Мне сейчас перечислили несколько знаменитостей. И из тех, которых я узнал, это Фрэнк Синатра. Здесь была кухня. И эту картину, которую мы видим, нарисовал сам Миро. Тут вон лошадки пасутся, а за зарослями он прям вдали, в дымке видна сама Гавана. Так, тут еще есть башня. Надо подняться на нее. Ой, hello. Ола. На саму крышу нельзя. Закрыто. Видимо, оттуда он наблюдал с телескопом. Ну что, с домом мы ознакомились. Я смотрю, здесь можно погулять еще по парку. Пройдемся, посмотрим, послушаем пение птичек.
Скажу так, мне музей очень понравился, несмотря даже на то, что нельзя было заходить вовнутрь. Видимость со всех окон, дверей достаточно хорошая. В принципе, можно рассмотреть практически все, что там находится внутри дома. Посещение дома Хемингуэя я заношу себе в актив. Вернулся я в старую часть Гаваны. В последний раз хочу еще отведать те места, которые я не успел посетить до этого. Вообще, хотелось бы отметить одну интересную деталь. Разъезжаясь вот по улицам Гаваны и вообще переходя дороги, я заметил, что местные не гоняют на машинах. Они совершенно спокойно передвигаются по городу и не несут какую-то опасность для пешеходов и окружающей среды. И в этом плане кубинцы молодцы. Это Большой театр Гаваны. Вход сюда для иностранцев 120 песо, для местных 10 песо. И я, собственно, решил, почему бы не пройти здесь внутри. Paris Ballet performed its first time here. That means the building never closed, was working always like a theater. All the shape of Velvet Theater, the social part of the construction. Большой театр сейчас не работает. Ковид хорошенько подломил здесь все, и поэтому сейчас здесь ведутся реконструкции, и можно только побывать на экскурсии. В самом театре особо нечего смотреть, там все разрушено, но виды с крыши, они просто великолепные. We recently reopened this place because we bring to personal things, articles he was using, as well as yes, we are simply jealous to preserve a secret part of our lives. Добро пожаловать на сцену Большого театра. Как видим, здесь все на реконструкции. They became the right place for locate amplifiers, lighting design, equipment, or when we are doing something like Romeo and Juliet the ballet. Я, пожалуй, не стану уже посещать музей революции, который вот напротив меня, через дорогу. За оставшийся час я просто пройдусь по старой Гаване и буду ехать к себе в хостел и выбираться. Еще я заметил тоже одну интересную деталь. На Кубе люди не смущаются камер. Куда бы я ни направлял, на кого бы я ни направлял, никто не пытается избегать камеру и не запрещать меня. Допустим, я помню, что когда я гулял по Африке, люди разбегались, когда я направлял на них камеру. И были еще страны, в которых люди предпочитали, чтобы их не снимали. Здесь же все достаточно открыты с камерами. Вот эта крепость, которую я сейчас прохожу, пару дней назад я проезжал ее с таксистом, и таксист мне сказал, что сегодня здесь сидят менты. И простой смертный сюда попасть не может. The home of Batista. Exactly. This in the from the revolution, before revolution, in the house of Batista. Yeah. Right now it's in the police station. Police, yeah. Police station only for car. So you know drive is good, you can drive your car free. Окей. Yeah. Ну, то, что я сказал сейчас. Information are free. Yeah. Where are you from? Израиль. Israel. Right now in Cuba, many people they ride. Yeah, a lot of people from Israel like to travel Yes. Cuba. Yeah, thank For my recommendation for you the video, cause good. You know Che Guevara, Yeah, the house the Che Guevara. there. This is the house the Che Guevara. In all Habana, start from the bar the Che Guevara. In the bar the Che Guevara is in the old bar, but the really the Cuban bar. It's the Cuban people, the tourists, it's meat.
you know, but it's beautiful because it's big. I've been yesterday, but it was closed. It's close. I like it. En Ola Habana también another for picture, for video, que es Catedral, Plaza Vieja, Plaza de Armas. Yeah, you know already Plaza been, Vieja? already been, yeah. And from the house, from the bar, the Che Guevara, and you arrive. Вот здесь зашел в один из местных баров. Нормальное такое мохито, кстати, самое объемное из всех, которые я заказывал до сегодняшнего момента. Say hi to my blog. Hi. 1 million followers in YouTube. Yes, you have it. I come later today. We're waiting for you. Yeah, see you. Итак, подходит к завершению мое путешествие по Кубе. К сожалению, у меня было здесь всего лишь полных 9 дней. Для Кубы это очень мало. Нужно гораздо больше времени. И поэтому я сделал то, что успел сделать. Вы это наверняка видели в моих предыдущих выпусках. Если не видели, то нажимайте линки внизу. Израиль. I have my flight. She's staying over. That's a beautiful woman attack. Yeah, she's You want to be beautiful. with her, you can do it. I have my flight. Your name, what's your name? Igor. Igor. Name is Seven. Nice to meet you. Nice to meet Have a you. good day. Enjoy. You celebrate something? Usually we don't celebrate nothing. Сейчас, перед тем, как я уезжаю, мне Гавана начинает нравиться все больше и больше. Я только сейчас начинаю по-настоящему проникаться вот этой кубинской жизнью. Приветствие людей я начинаю ощущать все больше и больше вот именно под конец своего пребывания здесь. В музей революции я так и не успел попасть, но вот хотя бы посмотрю на него со стороны. Такой вот музей. До моего хостела 3,5 километра от старой части Гаваны, где я только что зависал. У меня осталось 250 песо. В такси меня никто не возьмет за эти деньги. Я мог взять автобус, но я решил эти 3,5 километра пройти через обычные жилые районы. Поэтому свой последний заход я делаю с особым удовольствием. Барбос! Ты чё разгавкался? Ну что, вот я и прибыл в аэропорт Хосе Марти. Пришло время отбывать домой. Надеюсь, мои выпуски про Кубу вам более-менее понравились. Если вы не подписаны, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, комментите. Ладно, отбой, поехали. Увидимся в следующих выпусках. До встречи.